Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу поговорить о том, стоит ли покупать термопод для дома, но и также небольшой обзор термопода Витек. Это одна из моделей, которая вся сделана в металлическом корпусе. Вода из нее может наливаться в чашку как при помощи кнопочки, то есть в нем стоит помпа, так и при помощи ручного насоса, ручной помпы, или просто как из чайника, то есть 3 вида налива воды из него. Данному термоподу Витек уже больше 5 лет. Это у нас рабочий термопод, стоит на работе, нареканий к нему нету. Хотя, судя по отзывам на эту модель, у многих проблемы с наливанием воды, но данная модель, вот нам, видать, повезло с ним. Крышка у термопода открывается полностью, отделяется, что очень удобно для его обслуживания. Внутри термопода накипь не образуется, так как он после залива воду кипятит только один раз, как сразу вы воды добавили, а затем поддерживает ее до 70 градусов. Вот это вот ручная помпа. Видите, можно нажимать и качать вручную. Но сейчас в нем очень мало воды, поэтому плохо льется. Это когда хотя бы он до половины наполнен, хорошо работает данная помпа. Вот, и прошу прощения за внешний вид термопода, но я говорю, ему уже больше 5 лет, и он рабочий при этом. Вот он сейчас тоже в рабочем состоянии. Вот эта вот кнопочка показывает, что термопод закипает, сейчас заново вода добавлена. А вторую кнопку вы включаете, то он готов к наливанию воды в кружку. Эту кнопочку большую держите и льете воды столько, сколько надо. Отпустили, вода литься перестала. Температура воды вполне достаточно для того, чтобы заварить чай. То есть, когда вы наполняете кружку, то она достаточно горячая, даже немножко надо дать остыть. Есть ручка у термопода, его удобно переносить или поднять, чтобы стол под ним притереть, например. Мощность данного термопода 750 Вт, как правило, они все такие. Данная модель на 3,8 литра, есть на 4 литра. Стоимость его примерно 5000 рублей. Правда, перед Новым годом хитрые магазины подняли его до 7500. Ну, не хочу ругаться, но козлы, короче. Потому что еще месяц назад он стоил 5000, перед Новым годом, вот, видать, люди будут покупать, задрали цены. Дальше хочу поговорить о том, вообще, стоит ли покупать термопод. Вещь на самом деле очень удобная. Когда к ней привыкаешь, чайником уже пользоваться неохота. Приятно, когда вода все время горячая в доме есть. По поводу экономичности. Считается, что это вполне экономная вещь. То есть вот у меня, у родителей тоже есть термопод. Правда, без электрической помпы. Они его вручную наливают водой, накачивают в кружки. Я не скажу, что очень много электричества он наматывает. Не намного больше, чем обычный чайник. Лично мое мнение, термопод стоит покупать, если кто-то постоянно есть дома. Даже если один человек, но вы постоянно дома, либо у вас родители на пенсии, либо там мамочка в декрете сидит, то даже не думайте, берите, не пожалеете. Если же вы с утра ушли на работу всей семьей, допустим, дома никого нет, смысла его греть никакого нет в розетке, да, чтобы он электричество наматывал. Опять же, когда вы, если с работы пришли, кипятит он довольно долго, минут 10. Из-за большого объема вода в нем будет закипать, потом поддерживать температуру на остаток дня. Опять же, смысл в этой штукенции пропадает всякий. Так что смотрите, если у вас часто дома никого нету, и вы дома находитесь, допустим, только по выходным, термопод я бы не стал покупать. Если же хотя бы один человек в семье не работает и часто находится дома, то берите. По электричеству так и непонятно, кто больше тратит энергии, потому что это невозможно подсчитать. Все зависит от того, сколько раз в день вы кипятите чайник. Если вы чайник кипятите 2-3 раза в день, чайник выгодней. Если вы чайник раз 10 в день включаете, то выгоднее термопод, безусловно, так как поддерживать температуру легче, чем заново кипятить холодную воду постоянно. Ну и опять же, если у вас в воде много извести, то благодаря тому, что термопод закипает только один раз, а потом больше он не кипит, пока вода в нем не кончится, если он все время воткнут в розетку, то накипи не образуется. Тоже весьма такое достоинство неплохое. На этом все. Всем пока. Пишите комментарии, спрашивайте, отвечу на них.